Self Omnibus, я Александрил, и сегодня я продолжаю играть в Outer Wilds. Даже не знаю, о чем поговорить, пока игра загружается. Еле успел на свой стрим, как всегда. Ну, не как всегда, бывает иногда. В телефоне засиделся. Смотрю, уже 17:59. Быстрей. На чем я остановился в прошлых стримах, ты не помню уже? Что я сделал, успел сделать? Что-то на пучине гиганта. Вроде все острова посмотрел, да? Еще на пучине гиганта мне нужно. Еще, да. На пучине гиганта мне нужно вовнутрь как-то попасть. Так, давайте почитаем, что там у нас было открыто-то. Да, не особо много. Нет, не то. Вот что мне нужно. Все гораздо лучше, чем мы думали. Шпет живет внутри огромного скелета удильщика, потому что не может выбраться на своем разбитом шоссе корабле. Шпат говорит, что мой разведчик действительно может находиться сразу в двух местах, как и показывают приборы. Шпат думает, что внутри черного терновника пространство подчиняется другим законам. Шпат не очень хочет возвращаться к цивилизации, однако из причин в космосе царит тишина и покой, пускай и относительно. Ага. В заметках, которые оставляет Шпат, описана попытка съесть эту вмерзшую в лед медузу. Снаружи тело этих медуз жесткое, как резина. Возможно, это помогает им защищать внутренности от электричества. Шпат пишет о том, что хочет попробовать внутренности медузы, чтобы узнать, не лучше ли они на вкус. Благодаря этому эксперименту выяснилось, что медузы годятся только для электроизоляции. Все, что ли? Ничего нового? Ну ладно. Что ж, в общем, сейчас вовнутрь этой планеты, а потом уже пойдем исследовать вот эту планету. На, вот эту, часть угля. Ну да ладно. А еще я подумал, в общем. Я, наверное, сейчас пройду игру на своем обычном аккаунте. А уже... стой, что? Он отмечается, лол, серьезно? А достижения буду получать уже на... Ну, если времени будет, то и я, можно, достижения буду получать. Буду, ну, в общем, постараюсь как-нибудь одолжить игру, так сказать, на другом аккаунте. То есть некоторые, как я и сказал, некоторые игры можно одалживать спокойно, а некоторые почему-то нельзя. Что? Чё? И, в общем, мое предположение таково, что этот торнадо где-то среди вот этих
То есть этот по часовой. Это по часовой. Это по часовой. Часовой. Во! Против часовой. Ну-ка. Да, ввинчивай меня вовнутрь. Во! Ну-ка. Я сейчас выйду на секундочку. И нет. Где-то там у нас типа Южный полюс. Где-то здесь Южный полюс, странно. Ну, в любом случае, среди этих тайфунов. Да. На Южном полюсе получается несколько таких ураганов, а на Северном полюсе один большой. Так, понял. Так. И дальше у нас пучина гиганта. Куча электричества. Собственно говоря, да? И поэтому мне нужно найти где-то медузу. Что-то вообще ни одной медузы не вижу. Ага. Да, смотри, как бьет ее ток, моей пофигу. Да уж, когда я был снаружи, здесь было куча медуз. А теперь здесь она одна. Ага. В смысле? Или мне нужно самому туда зайти? Ну, я уже не успею, ладно. О. Ну-ка, ну-ка, иди сюда, иди сюда. А чё я такой медленный? Что я медленный, что ли, какой-то? О, да, смотрите. Оп. Я внутри. Вообще пофигу. Все, что ли? Ну, я все еще, она все еще движется. Ну-ка. Вот, а теперь кажется все. Ну-ка. Борт журнал обновлен. Да, все, я внутри. И вот, собственно говоря, эта капсула. А вот ядро этой пучины гиганта. Да. О, все так. Что у нас здесь есть? Статуя Намая, которая открыла глаза. Час угля, час пепла. И я снова сейчас увижу темную комнату, да? А здесь что написано у нас? У меня отличные новости, Дереза. Мы почти готовы получать данные от орбитальной зондовой пушки в рамках проекта «Час пепла».
Рами добавляет последние штрихи, но она вот-вот закончит. Все ли хорошо у тебя и орбитальной зондовой пушки? Да, модуль отслеживания зонда готов фиксировать его траекторию и передавать вам все данные при каждом запуске. С другой стороны, меня беспокоит конструктивная прочность пушки и моральная прочность ее экипажа. Как только зонд обнаружит око Вселенной, я сразу уведомлю вас с Рами. Так, что еще тут у нас есть? Ага, собственно говоря, второй, да? Ну, это разрушено. Куст летает, лол, серьезно. Забавно. О, вот это довольно прикольно. Давайте почитаем, что здесь написано. Представь себе, Дереза, модуль отслеживания зонда первым во Вселенную знают координаты ока Вселенной, а ты будешь первый, кто их увидит. Это большая честь и большая ответственность. Ведь ты не подашь в орбитальную зондовую пушку больше энергии, чем нужно. Не бойся, моя осторожная подруга. Нам нужно запустить зонд лишь один раз. Кому есть дело до того, что станет с орбитальной зондовой пушкой? Мне есть дело, Мальва. Мне есть дело, потому что если сломается модуль отслеживания зонда, мы не сможем получить данные с самого зонда. И, собственно говоря, да, это модуль отслеживания, и он сломался. И за ним приходится нырять фиг знает куда. Ну что ж, поехали. Снаряд был запущен. Я нажимаю вперед. А он назад. Все. Ладно, неудобно, короче, это делать. Фиг с ним. Эй. Не-не-не, давай заново, ты чё? Блин, убрался. Точно. Я еще не привык просто к этому. Советую ускорить видео, если вы на телефоне на 25%, если вы на компьютере, можно ползунок сдвинуть до 30%. Смысловая нагрузка от этого не меняется, но вы сэкономите себе немного времени. Что ж, продолжаем. Полученные данные. Получение данных от зонда номер бла-бла-бла-бла-бла-бла. Визуальная траектория зонда номер бла-бла-бла-бла-бла-бла. Мне просто лень читать этот бесполезный номер. И что это? Ага, во всех направлениях. Ага. О, наконец-то отследили. Вот в чем прикол. Получение данных от предыдущем запуске с часа пепла. Общее число запущенных зондов. Это количество зондов, которые было запущено в разные стороны. И вот только один смог справиться. Космическая аномалия, соответствующая характеристикам ока Вселенной, обнаружена зондом номер 4. 3 попытки, 4-й обнаружил. О. Получение сохраненных координат с часа пепла. Отображение координат ока Вселенной.
Так. Ну и все, здесь больше делать-то нечего. Да блин. Да нет, ты чё, иди сюда. Вон, наконец-то. Здесь больше нет ничего интересного. Какой-то прям коралл большой, который вызывает электричество. Жесть, конечно. Ну да, вроде здесь больше и нет ничего. Да и фонарик у меня слабый. Что ж, давайте просто медитировать до следующей. Так будет намного проще. И времени не так будет мало. Потому что пока мы выберемся, пока все, пока долетим, исследовать-то там особо будет нечего. Еще кое-что хочу проверить. Давайте сначала, наверное, этот возьму. Чтобы 100 раз туда-сюда не бегать. Да, корабль. Ага. Так. Куда мне идти-то, я не пойму. Сюда вот, да. Вроде как диалог меняется, да, если... Что у нас плохого? Что случилось с радио? Ну, давайте поиграем. Блин, я не помню, конечно. Кажется, ее я должен найти первым. Первый, да? Галенит. Она или он, непонятно, на самом деле. Вроде она. Все получилось меня найти, да. Больше она ничего не говорит. Ага. А если я его потом после этого нахожу? Вроде он что-то типа говорит, давай еще поиграем, как ты вернешься. Поэтому я сейчас хочу что-то типа найти. Победу за мной. Когда вернешься из космоса, поиграем еще. Ладно, договорились. Вот, да. Я сейчас хочу слетать. Что типа, давай. Сейчас даже время засеку. Пускай будет 15 минут. Я уже сколько минут? 2-3 здесь. 15 минут пуск. Все. Через 15 минут я вернусь. И попробую с ними еще сыграть. А сейчас мне на час угля. Он сейчас за солнце, да, улетает?
Что, сейчас тогда будем исследовать сейчас угля теперь. Кстати, мы уже видим луч. Давайте сразу тогда на него и... И сядем на этот луч прям. Он где-то вот здесь, да? Угу. Сигнал распознан. Так. Нам нужен отчет о работе системы, но прежде самое важное. Все ли целы? Пассажиры нашей спасательной капсулы испуганы, но невредимы. Анона. Это уже радостно. Большое спасибо. Шип, ты засек сигнал других спасательных капсул? Источник сигналов находится в этой звездной системе, однако ни одна из других спасательных капсул не приземлилась на этой планете. Ну, логично здесь. Планета вообще небольшая. Было бы странно, если бы все здесь приземлились. Ага. Тут бы планеты не хватило. Да, блин. А ну-ка, давай сюда, давай. Вот. Журнал полета. Спасательная капсула 2, звездолет смертельно ранен. Задействован аварийный режим. Ожидается отправление со звездолета. Запуск спасательной капсулы 3. Запуск спасательной капсулы 2. Аварийная посадка. Подготовка к столкновению. Сканирование окружающей среды. Сканирование завершено. Температура снаружи слишком высока. Вердикт условий неблагоприятные. Воздержитесь от поисков укрытия на поверхности планеты. Ага. Амела, под поверхностью не так сильно чувствуется жар солнца. Когда наша спасательная капсула упала в недра этой планеты, мы оказались в пещерах, где воздух не так горяч. Я хотел бы сделать постоянное убежище, но тут же настоящий лабиринт. Несмотря на это, здесь у нас больше шансов выжить. Мы разделимся на группы и попробуем найти в пещерах место для стоянки. Можно оставлять на стенах отметины, чтобы не потеряться. Будьте осторожны, друзья. Следите за уровнем песка. Следите за уровнем песка, он со временем поднимается. Я кое-что еще, так сказать, не учел. Время-то останавливается, когда я читаю. Мы нашли в конце этого парохода огромную пещеру, которая отвечает всем нашим требованиям. Полагаю, в ней можно создать постоянное укрытие. Мне нравится пещера, которую нашла Амела. Может ли кто-то из вас оставить путеводные отметки для остальных? Здесь начинается путь к убежищу. Я поставил для вас указатели. Примечание следующее. Следует поспешить, потому что тоннель заполняется песком. Постарайтесь не увязнуть и помогайте друг другу. То есть туда мне нужно, по сути, идти. Еще есть другие места. Типа вот, например, это. Примечание. Этот ход ведет к накоплению воздуха, приготовленного для дыхания. Так можно восполнять запасы. Неизвестно, как далеко глубоко идут туннели, но не следует задерживаться, поскольку туда проникает жар от местного солнца. Ага, еще и туда, и туда. Не идите до конца этого тоннеля, мы с Колесом изучим кроющийся в нем ужас позже, если, конечно, доживем. Скорее, друзья, в конце концов этого тоннеля ничего интересного, только камни. Ага. Аварийный люк. Камни, конечно, тоже бывают интересными, но они могут подождать. Не могут. Ага. Тут только обычные камни.
Там. Что ж, тогда пойду туда. Ну ладно. Ага. Ну, пускай будет, почему нет. Так, а здесь у нас что? Ага, воздух. Пополните запасы воздуха и скорее возвращайтесь. Нет ли здесь больше ничего интересного? Ну, там куча песка, соответственно. Что ж, тогда пойдем дальше. Туда, куда они сказали, можно идти. Ага. Кстати, я не могу, да, лететь, а дальше кактус. Окей, значит. Возможно, однажды когда-то позже придется сюда, можно будет сюда вернуться. Так. Дорога к убежищу трудна, так что непременно следуйте инструкциям. Чтобы достичь убежища, идите прямо до песка в яме, а затем поверните налево. Дальше следуйте до зала с каменными колоннами и заберитесь в проем над ним. Песок поднимается, поэтому двигаться нужно хоть и осторожно, но быстро. А снизу у нас что вообще? Ага. Так, а там... Здесь ничего нету, да? Окей. Чисто на случай, если я упаду, что ли? М. Да я сам, честно говоря, не знаю, куда иду. Я это не помню вообще, как здесь что ходить надо. О! Разлом нужно переходить очень осторожно, может, который строили мы сами, он не слишком крепкий. Пересеките его и найдите туннель спрятано за падающим песком. Он придет вас к убежищу. Да, здесь есть такие места, где нужно дождаться, пока песок полностью все поглотит. Кактусы, когда, в общем, поглощают песок,
Тогда можно будет пройти где-то. Я точно не помню где. Так держать. Осталось пройти совсем немного, и вы достигнете убежища. Там можно отдохнуть быстрее, пока все не засыпало песком. М. Как понимаю, здесь я уже все не смогу, да, туда попасть? Да, надо было действовать быстрее. Смотрите, как песок прям заметно очень быстро поднимается. О, а вот и город. Так, а здесь у нас что? Это поразительно, загляните в пещеру сами. Как оно тут оказалось? Мы не встречали аналогов в других пещерах, следовательно, это редкая находка. Мы с Калеусом полагаем, что это очень древнее существо, его нужно исследовать. Представьте, сколько нового мы могли бы узнать. Новые данные. А Мэла нам нужно как можно скорее найти вход вовнутрь, потому что когда я вернулся, тут уже играли дети. Мы сходимся во мнении, что это вряд ли обитал на такой сухой планете, особенно если вспомнить, что мы видели во время эвакуации со звездолета. Это отверстие слишком мало. Существо не могло сквозь него пройти. Предположение, есть другой вход в пещеру. Если он существует, мы с Колесом его найдем. Мы обязаны узнать, что больше об этом. Да. А мы фоткали с другого вон того входа его еще. А приседать я до сих пор, к сожалению, не могу. Да? Там есть другой вход. 3 минуты до истощения кислорода. Хорошо, хорошо. А еще есть где-то выход другой. Собственно говоря, да, и огромные надгорья ископаемого удильщика. Следует ли построить солнечную станцию, чтобы обеспечить энергию проект Час Пепла? Возможно ли получить столько энергии иным способом? В теории да, на практике нет. Потребуется не одно столетие, чтобы найти этот способ. Несмотря на все сомнения, нам придется построить солнечную станцию, чтобы завершить проект Час Пепла. Мне сложно поверить, что кто-то вынес это на обсуждение. Создав солнечную станцию, мы предадим все свои идеалы. Я с тобой, как всегда, не согласна. Мы стремимся постоянно развивать науку. На мой взгляд, это и есть наш главный идеал. Если нас постигнет неудача, что весьма вероятно, мы уничтожим себя, эту звездную систему и все живое в ней. Мне бы этого не хотелось. Нельзя рисковать целой звездной системой. Как бы мы ни хотели знать больше, нам не следует строить солнечную станцию. Мы должны отринуть страх неудачи. Я верю, что при должной осторожности солнечная станция будет работать. Я верю в Таволгу. Спасибо, Лака. Вереск, я тебя понимаю. Нужно удостовериться, что строительство солнечной станции не приведет к разрушениям. Ага, все. Надо срочно уже выбираться и бежать обратно на планету. Так, нужно удостовериться, что строительство солнечной станции не приведет к разрушениям, иначе я впустую против него. Так, здесь что-нибудь сверху есть? Вроде нет, ладно. Так, это что у нас? 3 район надгорья удильщика. Ступенчатый район. Начало пути высокоэнергетическая лаборатория. Район святилище Ока. Так, а мне нужно срочно отсюда выбираться. Кажется, вот это. Но
я не уверен. Давайте пробовать. Как я и сказал, я не совсем помню здесь что, где, когда. Но выход где-то да существует, как говорится. И похоже он не здесь. Ладно. Ну-ка. Гравитационная пушка. Ага, вот он этот вход. Ага. Так. Во. Ну давай, давай. Ну, лети, лети, давай, давай, давай. Во, наконец. Все, срочно лететь обратно. В общем, да, эта планетка, скажем так, немного, как бы это сказать, несложная, скорее запутанная, зато немного душная, замороченная. О, Кремний, исследовательские заметки. Очевидно, на мае проводили тут астрономические наблюдения. Они выбрали отличное место. Интересно, для чего нужна эта крутящаяся штука. Зачем наблюдали на мае? Оранжевый символ на устройстве, несомненно, имеет какое-то значение. Жаль, что Гал со своими новыми автоперевозчиками сейчас не рядом. Вон, ну-ка. Да, почему бы не взять? И не почитать. Ух ты. У этой планеты иногда, именно иногда, есть луна. Дополнительное примечание. Она пропадает, когда на нее никто не смотрит. Это поразительная характеристика для небесного тела. Суперпозиция. Вот как это называется. Это называется суперпозиция. А я, по-моему, на позапрошлом или каком стриме что-то другое, да, сказал? Ну-ка, сейчас проверю. Суперпозиция. Ну, собственно говоря, да, квантовая суперпозиция. Фундаментальным принципом кванты, согласно которым есть некоторые квантовые системы допустимы. Ага. Так, сейчас я тут в этот читаю, ну-ка. Квантовая, да, суперпозиция? С квантовая.
Ну да, собственно говоря, что-то типа кота Шрёдингера тоже там суперпозиция. Типа, до того, как ты видишь, типа, этот объект, убедишься своими глазами, он может находиться в любом месте. И, собственно говоря, да, когда ты смотришь на квантовую луну, он находится именно в этом месте. Когда не смотришь, он может находиться вообще в любом месте. Так что, по сути, да, это квантовая суперпозиция. Квантовая луна, соответственно. М. Амел, я впервые вижу природный спутник, который может исчезнуть, если на него не смотреть. Следует его изучить. Даже не так. Его следует посетить. Э, И игра у меня зависла 1 FPS. Офигенно, чё. Ну, о, отвисла. Сейчас, подождите секунду. Мгм, так. А я, кстати, напоминаю, что вы можете зайти в Трово и посмотреть стрим, прокомментировать. Комментарии я вижу. Если что. М, ща. Из головы что-то сейчас вылетело. А, собственно говоря, технически я чаще всего могу проводить стримы либо в 6 утра, либо в 6 вечера. А, Но это чаще всего, естественно, бывают случаи, когда я отклоняюсь от конкретного этого времени и могу постримить в любой другой момент. Ха. М. Ну вот 6 утра и 6 вечера это такое время, которое могу скорее всего стримить. Так что продолжаем. Так, учитывая, что она не двигается, когда за ней наблюдать, с ней можно применять законы макроскопической квантовой механики. Я согласен, прежде всего нужно найти возможность отслеживать эту фантомную луну, чтобы знать, куда лететь. А Мэлла, я нашла твои записи. Хочу сказать, что поведение Луны поразило меня не меньше, чем тебя. Что происходит, когда она исчезает? Едва ли она перестает существовать, она перемещается в другое место? Полагаю, что да, Луна является не только на орбите пустотной сферы, иногда ее видно с камелька. Ам, Локатор квантовой Луны действует. Мы отметили все точки, через которые она проходит. А он ошибки. Я видел квантовую Луны еще на орбите черного терновника. Я добавил отметку для черного терновника. Мне казалось, что локатор определил все местонахождение фантомной луны. Очевидно, иногда даже локатор оказывается бессилен. Возможно, с ним что-то не так. Не исключено, что в этой звездной системе существует еще и шестая точка. Хотя мы уже о ней прочитали. Да, тут технически есть порядок, в котором прям можно туда-сюда летать. И прям постепенно вот так выстраивать. Но я просто лазю на одной планете, потом лазю полностью на другой планете. Я сначала узнаю что-то позднее, а я вот сейчас узнаю что-то из раннего. А, Не исключено, что в этой звездной системе существует еще и шестая точка, через которую проходит фантомная луна. Твоей зоркости можно только позавидовать. Получается, луна проходит через 5 точек, а не через 4. Ну, и говорит, возможно, еще 6. Собственно говоря... Ага, смотрите. Квантовая луна сейчас там. А теперь она там. А теперь она там. А теперь она там. Офигеть, да, показывают, они указывают буквально в реальном времени на все планеты. Блин, это офигенно, что я могу сказать. И, собственно говоря, это сейчас планета здесь, под нами. Где Антон? А,
Да-да-да, смотрите, 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 смотрите. Ага. Только что была на этом, на Окис, да? Ну ладно, так. Мне же срочно лететь нужно. Ладно, все, мне срочно на Камелек нужно лететь. Давайте сразу отмечим, где бы он не был. Вот Камелек. Только если сейчас взлечу я в солнце, прям, наверное, впечатаюсь. Мне бы, наверное, подождать. Что-то как-то слишком близко к солнцу они. Вот куда мне нужно. Что-то как-то прям действительно медленно. Ну все, можно. Так. Думаю, потихоньку можно тормаживаться. Где у нас тут поселение-то? Это наше поселение вроде, да? Ага. Я вернулся из космоса. Где они? Так. Они все еще на этих местах. Привет. Мы все приветствовали завтра. Да я уже прилетел как бы обратно. Не? Что еще? Глубина океана, ага. 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 Как много-то? Не знаю, что-то в общем. Не хотят, хотя я уже вернулся из далекого, так сказать, плавания. Да, здесь все уже. Солнце-то осталось недолго. Уже почти все пересыпалось. Может даже до следующей этой медитировать. И, наверное, завтра стрима не будет. Кстати говоря, да? Скорее всего, не будет, да. И, кстати, я такую вещь узнал. Офигеть, конечно, не встать. В общем, у меня на видео, ну, в среднем, да, допустим, 30 просмотров. Вот. А еще у меня в среднем 30 подписчиков. И я думал, что как минимум большая часть это подписчики. А оказалось, никто из подписчиков меня не смотрит. Это все 30 человек, новые люди какие-то. Как они меня находят, я представления не имею. Типа, 100% меня смотрят без подписки. 100% это мужчины.
И 100% им от 25 до 34 лет. Ну что, давай попробуем автопилот. Надеюсь, он меня не убьет. Ну, вроде нет, ладно. Мне сейчас нужно найти... Этот, да? Во. Запуск. И куда-то сюда приземлиться. Что-то типа такого. Ух ты, да, довольно забавно. Так, и где-то у меня тут вот она, дырочка. Ну да. Ну-ка. Не, ладно, это потом. Мне сейчас самое главное. Да, то есть обычно тут вход у нас, так сказать, закрыт. Там кактус, а вот здесь хоть и есть кристалл, радиации нету, так что такой вот обход, который я помню. Так. Не, давай-ка ты мне свет сделай. Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой, это плохо, это плохо, это плохо. Не отталкивайте меня, пожалуйста. Да. Везде здесь сейчас свет включим. И мне к удильщикам теперь, да? Срочно. А, точно, здесь же фонарик есть. Что-то я забыл в этом фонарике. Во! Ух ты, хватит лагать. Высокоэнергетическая лаборатория. Да? Я думаю, кудильщика нет? А, вон он. Ну да, технически здесь можно дождаться, когда песок поднимется, но зачем ждать? И там сразу куда-то проход. А, кто после прошлого раза должен быть удильщиком? Новое правило. Удильщик теперь должен надевать повязку на глаза. Подглядывать нельзя. Все остальные мальки должны вставать в ряд у одной стены, когда удильщик скомандует «поплыли». Мальки должны перебежать к другой стене. Если удильщик вас поймает, значит вас съели. Последний выживший малек становится удильщиком. В следующей игре старый удильщик отдает ему повязку и становится мальком. А зачем новое правило? Сложно бегать, когда ничего не видно. Тетя Таволга говорит, что настоящие удильщики слепые, поэтому нам нужна повязка. Никаких возражений. Изменение правила: те, кто младше, могут играть без повязки, остальным надо ее надевать ради научной точности и чтобы было честно. Собственно говоря, да. И еще есть куда-то подъем. Опа. Ну, туда попозже чутка. Так. А Мэла изучила
Изучение удильщика. Отличный отросток на его голове обладает биолюминесценцией. Вероятно, он используется, чтобы приманить жертв. Новые данные о Мэллоус. Я снова увидела, как здесь играют дети, пока делала зарисовки удильщика. Благодаря нашим исследованиям они узнали больше об удильщике и добавили новые правила. Это прекрасно. Я очень рада, никогда не рано заинтересоваться биологией. Судя по пищеварительному тракту этого удильщика, он умер от голода. Этот индивид принадлежит к виду удильщиков, обитающих на черном терновнике. Мы полагаем, что он попал на эту планету извне. Вот журнал обновлен. Да. Как понимаю, там тоже все сломано. Так, ну-ка. Ясно. Ну блин, у меня осталось-то тут по фигне, да? И кислорода, и... Он просто меня сюда выкидывает. Я думал, куда-то выше проход есть. Ну ладно. Куда мне там на корабль-то? Так. Ага, вот. Все, конечно, под каким-то наклоном. Ну что поделать, как говорится. Так. Темный город. Здесь, по крайней мере, не сломано. И... ну ясно, он возвращен, так сказать. Шаттл находится на комете. Притянуть шаттл. Активировать гравитационную пушку. Ага. Какой-то их скафандр. Шалфей положение отчаянное. Мы с Таволгой и Лакой приземлились на этой комете. Как только она вошла в звездную систему, оборудование нашего шаттла зафиксировало странный энергетический сигнал из-под ее поверхности. Таволга и Лака нашли трещину на солнечной стороне кометы и спустились туда, чтобы найти источник сигнала. Уже столько времени прошло, ни Таволга, ни моя сестра так и не вернулись. Они ни разу не выходили на связь с тех пор, как спустились под землю. Может бросить шаттл, пойти их искать? Я не хочу нарушать протокол, но вдруг с ними что-то случилось. Лака, тревога, возвращайся скорее. Таволга. Лака, Таволга, Угу. Можно, кстати, на солнце попробовать запустить. Но уже поздно. Ну, я еще раз дождусь. Это кристаллы. Ну-ка. Он весь замороженный, сейчас его разморозим, этот шаттл. Давай, да. Ну что ж. Как понимаю, ему кранты. Или ничего не произошло, ну-ка. А если его вернуть? Ха-ха-ха!
А что с ним случилось? А где он? Почему он не возвращается? Интересно. Почему же? Ну, собственно говоря, забавно, да. Интересно, за это дают? Нет, какую-нибудь ачивку или что-то подобное? Ну-ка. Дай-ка вот сюда сейчас попробую забраться. Ну-ка, здесь может что-нибудь будет. Да, смотрите, что-то есть. А, ну это... Мы здесь уже были, да? Ясно. Ай. Да, еще можно сходить. Где там корабль-то мой? Зачем он фонарик отключает, непонятно. Ну, это экватор, собственно говоря. По экватору песок протекает. Забавно звучит это. Ну, собственно говоря, да. О! Какой-то телепорт, ну-ка. Естественно, он не работает пока. Ой, тихо, тихо, тихо. Так. Это я сюда, что ли, скажу? Ух ты. Так. Куда это меня приведет? Ага, кораблем. Понятно. А в эту сторону? Опять же таки развилка, да? Ну-ка. А, еще одна развилка. Ага. Так, эта развилка приводит сюда. А это? А это куда? Куда-то сюда. Так. Право, лево. Машин нет. Ну, здесь, конечно, очень страшнее машин. Так, но тем не менее. Куда это меня привезет? Принесет. О. Ага. Сюда. Ну что ж. Город я, наверное, буду исследовать уже в следующем трае. Если я правильно понимаю слово трай. О! Калеус пропал. Я потерял его несколько дней назад в озерной пещере. То, что в высохшем ложе озера на Северном полюсе. Я не знаю, сколько у него было воздуха. Друзья, прошу, помогите мне найти Калеуса.
Это камень выглядит знакомо. Как ты сюда попал, мой осадочный друг? По цвету и структуре очень напоминает камень, который я видела раньше. Не ты ли была в пещере, которую мы нашли в высохшем ложе озера на Северном полюсе? Новые данные. Мы с Амелой вернулись к озеру, в озерную пещеру и снова понаблюдали за этим камнем. Иногда он там присутствует, иногда наоборот. Следует снова обследовать Северную озерную пещеру, может. Там мы снова повстречаемся с этим камнем. Это значит, что камень путешествует как квантовая луна. Очень любопытно. Какой камень? Вот этот камень. Не знаю, в песке, наверное, где-то. Опа! Это где же разведчик? Аж там. О! Камень опять здесь. Ничего не произошло, да, но это другая запись. Друзья, если вы найдете Калеуса, прошу, сообщите мне. Он пропал во время наших исследований. Амела, мы пришли из темного города, чтобы помочь в поисках Калеуса. Расскажи подробнее о вашей экспедиции. Амела, где же потерялся юный Калеус? Мы изучали пещеру в высохшем ложе озера на Северном полюсе, но сейчас мгновенно и неожиданно. Я заинтересовался образцом породы и упустил Калеуса из виду. Когда я повернулся, его уже не было. У него был ограниченный запас воздуха, я очень переживаю за него. Предупреждение. Мы узнаем больше, если обойдем Северную озерную пещеру. Откуда пропал Калеус? Друзья, ищите быстрее, нельзя терять ни минуты. Большое спасибо, Шип. Мы с Калеусом изучали геологию пещер, нам хотелось узнать больше о странствующем камне, который был замечен в разных пещерах. Так, а сейчас я вообще где? О. Ну, собственно говоря, ясно. Борзый узнал. Неопознанный сигнал, кстати говоря. Камень в пещере. Так, не то. Это еще что за место? 3 минуты до истощения кислорода. Ясно. Как любопытно, я переместился вместе с камнем. Интересно, как это произошло? Я заинтересован, но и встревожен. Судя по всему, эта пещера лишена выхода. Более того, пока я ее осматривал, камень исчез. Странствующий камень вернулся. Никогда я так не радовался куску горной породы. Интересно, пришел ли я в квантовое состояние, когда камень меня перемещал? Это было бы наиболее логично. Предположение. Если камень смог достать меня сюда, он сможет меня и вызволить. Мое предположение подтвердилось. Я могу перемещаться этим камнем, если не вижу ничего вокруг. Иначе говоря, мне следует пребывать в темноте. Нужно продемонстрировать это наставнице. Теперь Эмэла тоже здесь. Мы предполагаем, что когда разумное существо прикасается к квантовому объекту и перестает быть наблюдателем, то есть погружается во тьму, оно объединяется с объектом и может двигаться вместе с ним. Друзья, Калеус вывел новое квантовое правило. Кроме того, он обещал больше не пропадать, даже в научных целях.
Так, здесь я уже был. Да, это у нас... Здесь я тоже был. Но это да, бесполезно. Ага, здесь я был. И эта пещера уже песком заполняется. Был. Был. Ну. И чё? Перемещайся давай. Нет, перемещайся быстрей. Здесь же выхода нету. Да, самая страшная смерть, как говорится. Что ж, медитация. Так. Угу. Не конкретно на час угля, да. Идём. Ага. Давай, автопилот, смотри, меня не сожги. Так, я же костюм надел, ага, все в нем шикарно. А то не хотелось бы выйти и задохнуться сразу же. Так. Ага. Так, поблизости вроде ничего такого не вижу. Так. Ну, а, естественно, словно примечание, эта дверь не следует открывать в течение некоторого времени. Мы с Талгой проводим эксперимент на основании удивительных данных, полученных на станции Белая дыра. Новые данные в высокой энергетической лаборатории теперь разрабатывается проект Час Пепла, если вы хотите помочь или просто понаблюдать, зайдите в лабораторию со стороны темного города. Мы с Рами проводим эксперимент, чтобы выяснить, кто из нас, а именно Рами, не прав. В лаборатории сейчас можно попасть только со стороны темного города. Приносим извинения за неудобства. Песок может нарушать работу оборудования, а это приведет к катастрофическим последствиям. Изучить их тоже было бы очень интересно, но открывать двери все же нельзя. То есть они специально это сломали в этот раз. Ясно. На высокоэнергетической лаборатории. Темный город. И, кстати, раньше, по крайней мере, точно такой баг был, что я могу со всей дури в это стекло врезаться и попасть внутрь. Ну, то есть разлететься, прям сильно разлететься.
влететь в это стекло. И из-за того, что из-за удара тебя выбрасывает. В общем, когда корабль сильно повреждается, он автоматически выбрасывает тебя и каюту. Вот капитан, так сказать. И из-за этого происходит баг, и тебя толкает вовнутрь. Но вроде как это исправили, и теперь ты подыхаешь. Ну, я пробовал, я сдох. Темный город, в который нельзя попасть. Логично. Пещера при месте крушения. Вроде, если сюда упасть, ничего интересного здесь не будет, да? Так, а здесь я уже был. Да? Собственно говоря, здесь этот камень. И вообще технически... Ага. У него должна быть 4-я позиция. Вроде как должна быть. Хотите сказать, только 3 позиции у него? Ну ладно. И фиг тогда с ним. Может, я что-то неправильно помню. Ага. Так, а это у нас ведет к кораблю. Ясно. Так, а еще другая была, вроде. Другой ход куда вел. Странно. Именно истощение кислорода, да-да-да. Вот. Вот еще вход. А. Он сюда ведет. А здесь в конкретном больше есть? Может, что-нибудь еще нет? Шикарно. Вот еще какой-то проход здесь есть. Ну, чуть-чуть врезался, ничего страшного. Собственно говоря, ясно все. Так, и где разведчик? Там где-то. Так, ну-ка здесь ничего же нету никаких. Нет, ничего. А это его корабль, да? Во, у него уже 2 окна. Блин, так же хочу. Даже 3 у него окна. Я так же хочу.
А как он залазит тогда? Сверху, что ли? Да, смотрите, сверху. Блин, такой же корабль хочу. Так, что здесь у нас? Ничего? Ну-ка, давайте-ка следовать за песком, может, что-нибудь интересное найдем. Так, здесь мы уже были, да? Хотя песок уже довольно много заполонил. А, нет, стой, вот здесь мы были. Или что, или как? Нет, нет, все-таки там. Здесь обычный проход в никуда. Блин. Песок очень быстро действительно течет. Все. Так, вот какой-то проход есть. Это к чему? Ага. Понял. У меня опять нифига не осталось топлива, хотя недавно пополнил. Ну да, здесь уже толком ничего не видно. Ай. Что, тогда сейчас в следующем трае как раз будем тот город полностью исследовать. Так, вот здесь, да, мы были, получается? Ну, тут два, да, разрушено. Все это уже циклично. Все вроде на этой планете по такому, по сути, такой. Больше ничего и нету, да? Планета небольшая. Остается только город исследовать и вот эту лабораторию. Лаборатория, наверное, в конце, сначала город. В лаборатории можно игру, кстати, сломать. Одно, так сказать, из концовок. Но это я уже буду, наверное, показывать, когда все эти концовки, так сказать, полуконцовочки. Когда ты там в первые 60 секунд умираешь. Когда вот эту так игру ломаешь, это и уже будет потом, как игру пройду эту. И если я успею это все завершить до 2, даже, наверное, до 1 мая, я же предзаказ сделал, вроде как там дают день за день поиграть, что ли, дают в эту игру тем, кто предзаказ сделал. В Гарри Поттере, типа, ну, Хогвартс Легаси, ну, по сути, это мир Гарри Поттера, да? Там, получается, давали за 3 дня, и эти 3 дня я сам в нее играл, конечно. Исследовал что да как, чтобы сильно не тупить во время прохождения. Но эту игру я буду уже конкретно стримить прямо, так сказать, первые эмоции, первые тупники, естественно. И у меня опять FPS, что ли, падает или чё? Ау, ау, у меня комп, да, завис прям, сам комп. О, отвис. А, у меня мышки нет, я думал. Ну-ка, стой. А, ну игра тоже зависла. Да, я escape нажал. Не.
А, точно. Я знаю, куда сейчас полететь, если я еще... Да что такое-то? Ну, чё ты? Игра, ау. Чё-то... Ноль реакции. М. Ну, блин. И что делать? Игра зависла, что ли? Не, говорю, что с моим компом не так. То есть, не, технически я на этом компьютере играл давно. Когда? Когда ты давно в эту игру играл, ничего такого подобного и близко не было. А, может, это возможно. Это из-за нагрузки трансляции и записи. Э, От того, что я сам, по сути, веду прямую трансляцию, да еще и записываю попутно это видео. Возможно, из-за этого и подвисает игра. Очень много жрет, в общем. Эм, м, Ну, естественно, соответственно, у меня еще и Chrome открыт. Несколько вкладок открыто. М, Ну, временно можно, допустим, ну, вот эти вкладки закрыть, чтобы такого сильного смыслового, так сказать, нагрузки не было. Так, ну, все еще ничего, да? Не знаю, что-то натыкал. Ошибка вылезла. Лол. Серьезно? Ну, вы же этого почему-то не видите, конечно. Ну, все, конец игре. Не знаю, куда я натыкал. Так. Ну что ж, тогда незапланированный перерыв. Так. Перерыв вроде как закончен. Ам, И, походу, мне заново придется все делать, да? Че я вообще исследовал? Камень только. Ну-ка. Спасательная капсула 2. Одна из трех капсул на Майпере, терявших крушение на нашей Солнечной системе. Все три капсулы были запущены с некого звездолета, который получил серьезные повреждения. В высокоэнергетическую лабораторию мы можем попасть только если идти по тропе, которая начинается в темном городе. Квантовые пещеры. На мы обнаружили странный блуждающий камень, который появляется в разных пещерах в северном полушарии часа угля. Мне попался странный осколок, который перемещался, когда я не смотрел на него. Он испускает сигнал на частоте квантовых флуктуаций. Ископаемые удильщики. Иные намай здесь играли, а юные. Один из детей становился удильщиком и надевал повязку. Все остальные мальки вставали в ряду у одной стены. Когда удильщики говорили «поплыли», мальки должны были перебежать к другой стене. Ну, технически там всего одна стена, поскольку это она закругленная. Типа, к части этой стены напротив, то да. Как ты поймешь, что это другая или не другая стена? Типа, ты мог просто чуть-чуть левее добежать. Ну, там, чуть левее, чуть правее. Углов-то нету.
чтобы разделять одну стену на другую. Ну ладно, это так, просто прикалываюсь. Встали в ряды... Да, блин. Встали в ряды на стены, когда удильщики... Ага, правило. Значит, повестка была добавлена из-за того, что удильщики слепые. Взрослые на мае были рады, что дети изменили правила своих грезов в результате исследований. Ага, город на мае. Высеченный в стенах большой пещеры, он вертикально разделен на 4 района. На мае обсуждали, следует ли построить солнечную станцию, чтобы обеспечивать энергию. Проект «Час пепла». Некоторые на мае были против, поскольку неудача могла привести к гибели всей Солнечной системы. Устройство на мае создано для того, чтобы отслеживать местоположение квантовой Луны. На мае предполагали, что к квантовой Луне можно принять законы макроскопической квантовой механики. Квантовая Луна проходит через 5 разных точек. Огромная цилиндрическая конструкция, которая создает гравитационное поле. Мне удалось вернуть шаттл на мае с чужака. Чтобы путешествовать вместе с квантовым объектом, нужно встать на него. Блин! Чё-то я сильно, да, тупой? Так лучше? Да. Чтобы путешествовать вместе с квантовым объектом, нужно вставать на него, перестать быть наблюдателем, оказаться, то есть оказаться в полной темноте. Калеус последовал этому квантовому правилу, чтобы выбраться из пещеры, в которой он оказался. Калеус, здесь все еще есть что исследовать. Вот! Я же говорил, что-то есть, да. Я говорю, какое-то еще четвертое положение есть у этой. Я знаю, как это сделать, кажется. Так. Калеус и Амела вернулись, чтобы исследовать камень. Они предположили, что когда разумное существо прикасается к квантовому объекту и теряет возможность видеть окружающие предметы, оно объединяется с объектом и может двигаться вместе с ним. Здесь есть что исследовать. Вот. Да, я же говорю, что там все... Видите, вот это? Сама фотка. Отметить место. Собственно говоря, солнечная станция все-таки создали. На мае обсуждали, следует ли строить солнечную станцию, чтобы обеспечить энергией проект «Час пепла». И, собственно говоря, да, я проснулся. Поэтому придется начинать сначала, да. Я не помню, я в последнем трае что-нибудь исследовал, что могло не сохраниться. Ну, в любом случае... Нам сейчас в пещеры, потому что все-таки существует какая-то четвертая позиция. Сейчас сдохну. Ну чё ты не работаешь? Блин, и чё за фигня сейчас была? А почему он меня обратно не забрал? Я сдох. Да что такое-то? Что-то все вообще ей как-то... Моя память уже все. То сначала забыл включить. Ага, прям так. В воздух прям сосал. Так, вот теперь это я точно не забыл.
Какой чужак? Мне сейчас угля нужен. Да, на чужак тоже слетаем потом. Сначала полностью эту планету, да и последуем. Ну, пускай здесь будет, почему бы нет. В этот раз, по крайней мере, не должен задохнуться. Ага. Так, вроде здесь все, да? Изучил. А, наверное, где-то... Да, где-то, наверное, внутри что-то будет. Я смогу выбежать сюда и следовать. Ну да ладно. Мне как-то в эту озерную пещеру нужно попасть. Блин. Да, чтоб тебя. Все, и... Представить даже не могу. Это вот озерная пещера. Видите, разведчик сразу вниз просто. Со всей силы. Вот так. Озерная пещера. Не, давай ты меня. Не будешь туда толкать. А где эта пещера-то, не пойму? Где-то там. О, кстати говоря. Это то место, где мы здесь подышать могли. Шикарно. Что ж, почему бы тогда не исследовать? Какие-нибудь новые ответвления, так сказать. Ну, там ничего нету. Вот здесь у нас что? Здесь у нас кактусы, но я хочу посмотреть, что за кактусы. Да, собственно говоря, я даже разведчик пустить не могу. Нормально. Ну, допустим, я оставлю его хотя бы, ну, здесь, да? И пойду искать, допустим, обходной путь. Здесь без разницы, с какой стороны куда идти, да? Так. Ага. Здесь закрыто. Просто хочу убедиться.
Там проход на первый этаж, где можно будет заново сюда подняться, если ты туда, допустим, упал. Так, стоп, а вот... А, вот. Ага. Говорят, да. Угу, как понимаю, оттуда, да, вход? Вот, все, здесь единственное, получается, подъем сюда. Больше там нигде проходов нету. Просто чисто хочу убедиться, что я все здесь обсмотрел. Ага, и зонд. Так, ну-ка. Осторожно, да-да-да, бла-бла. Да-да-да, вот. Это, получается, то самое место. С той стороны. Это также про упасть вниз самое. Так, а дальше здесь куда? Ну здесь вот проход, да? Ну все, мне там больше нет. Вот, ага. Так, ага, здесь песка нету. И ничего больше, собственно говоря, тоже нету. Да и топлива у меня уже нету. 50% топлива. Так. Кстати, можно спокойно оттуда выпрыгнуть. И, собственно говоря, мы здесь, где и были. Так, ну это обследовать я, наверное, в следующий раз как-нибудь буду. Мне сейчас главное... Сюда попасть, здесь давайте все включим. Так. Угу. Мне сейчас туда получается. Да, первым делом все-таки с этим хочу все закончить. Мне сейчас сначала, во-первых, на корабль, естественно. Ну, или в лагерь к этому. Че вообще ближе? Корабль. А где его лагерь, я представления не имею. Давай-ка вот сюда поднимемся. Ну да, здесь корабль, думаю. Воу-воу-воу-воу-воу. Чё ты меня так сильно прям... Да-да-да, топливо на исходе, сейчас все будет. Озерная пещера все еще где-то там. Мне другой прикол нужен. Так. Где у нас тут этот курит? А, вон его дым. Вот он. Я действительно не знаю, как мне туда попасть. То есть я, если просто так... Озерная пещера. Ну-ка, может мне прямо в самом начале туда нужно спрыгнуть было? Туда вон. Ее засыпало, скорее всего. Да! Мне в новом трае нужно это все делать. Блин. Ну ладно, сейчас тогда полечу, наверное, куда-нибудь. Туда, куда я еще ни разу не летал. Найти бы это еще.
Странно. Странная как-то фотография. Ну да ладно. Нет, нам нужно вот сюда, да. Ух ты, ух ты, ух ты. А ну-ка сбавляй скорость. Собственно говоря, да, я хочу на пустотную лампу. Потому что, насколько я помню, там тоже что-то есть. Только вот, как бы мне не сгореть в этой фигне. Вот где-то нужно приземлиться. Здесь хотя бы, да? И дождаться. Чего-то, короче, дождаться нужно мне тут. Когда лава хотя бы немного отступит, что ли. Потому что количество лавы здесь тоже понижается, вот, со временем. Так, еле-еле заметно. Ну да, лавы становится меньше. Во, видите, вот она уменьшается. Ну, я все равно как-то умудрился сгореть. Да что ж такое. Ладно, потом с этой фигней поработаем. Честно сказать, у меня уже целый день какая-то усталость здесь. Я целый день сплю, и все равно сейчас уставший ужас. Прям... Что-то как-то вообще сил нет это все сейчас, конечно, снимать. Да. Вот сейчас угля мне нужен. Вот. И там сейчас внизу, возможно, будет озерная пещера, да? А. Да, вот она. Смотрите-ка, а? Я и не знал, что здесь вход есть. Забавно. Ну или, по крайней мере, не помнил. Эм...
И чё, и куда мне тогда? Что-то не понял. Так, ну это выход. Здесь единственный проход. А, о! Неожиданно. Ага. М. А, да, здесь проход открылся, лол. А здесь закрылся. Ну, несложно. Прикольно. О. А, это вот это дерево мне типа кислород дает. Спасибо тебе, ага. Здесь даже кто-то все-таки умер. Колеса-то он пропал здесь. Его нет уже 2 дня. Зато твой друг, странствующий камень, на месте. Мы с колесом видели такие осколки и несколько камней поменьше, как минимум, в 2 других пещерах. Не знаю, существенно ли это. Что происходит до того, как исчез колес? Мы изучали горные породы, колес залез на самый большой странствующий камень. Я сделал заметки, а потом моя лампа вдруг погасла. Когда я вновь ее зажгла, ни колеса, ни камня уже не было. Ага. О! А вот это действительно забавно. Прям хоррор какой-то. М. Почему их скелеты стоят, непонятно. М. Ну, это забавно даже. Мгм. Нет, ну серьезно. Это очень странно. Меня больше интересует. Это же тот же камень самый. Камень в пещере, да? Ух ты. На секунду все точки соединились вместе. Прикольно.
Так. И, собственно говоря, да, он снова телепортирует меня в эти места, да? Обратно в ту... А, нет, смотри, в ту пещеру тоже телепортирует теперь. А до этого почему тебе не хотел меня сюда телепортировать? Непонятно. А, потому что здесь свет был. Здесь был свет включен. Поэтому он меня их сюда телепортировать не хотел. Ясно. Все, давай, телепортируй меня обратно. Куда-нибудь вот сюда, да. Нет, только меня, наверное, снизу. Или... Не, снизу, наверное, проход куда-то. А мне нужно конкретно к этому. К кораблю. Ну, в общем, забавно. Хотя, может, такое нет. Что-то вспоминаю, так припоминаю. Ну, неужели я действительно так же здесь пробегал? Я конкретно вход не помню, а то, что там прыгать нужно, где были вот эти. Все остальное вроде бы припоминаю. Так. Дальше. Ну все, тогда осталось только само это исследовать. Замок, так сказать. И все-таки я хочу эту фигню исследовать. Пустотную лампу или что-то такое. Да. А уже потом с новым траем город начать прям с самого начала в город побежать и начать его обследовать. Ой, ну да, я сейчас врежусь. Ну, по крайней мере, пролечу я успел. О, вправо, влево точнее повернуть. Да и мне лучше все-таки подождать, пока она, собственно говоря, чуть-чуть поменьше все станет. Здесь в каком-то из кратеров что-то типа должно быть. Здесь ничего не видно. В этом кратере вроде ничего не видно. Так, может быть в этом? Ну-ка, дым, проходи. Нет, здесь тоже ничего не видно. Ну-ка, может быть где-нибудь здесь? Вот здесь что-то уже есть, да. Только мне как бы сюда приземлиться. Здесь же эти постоянно вылетают. Так, а здесь что-нибудь есть? А, ну здесь вроде ничего нет. Давай вот здесь где-нибудь остановимся. Так, ну-ка. Нет, ничего больше, ничего интересного нету. А, ну, собственно говоря, на мае по имени Калеус стоял на странствующем камне, когда погас фонарь, другой на мае. Когда она вновь зажгла фонарь, ни Калеуса, ни камня уже не было. А, наверное, сначала это надо было исследовать, а уже потом понять, что можно так путешествовать. Да. В общем, сейчас будем исследовать квантовый город. Как его полностью исследуем, уже пойдем... Черти-ба. Высокоэнергетическую лабораторию. Так, а пока... А пока мы ждем, я сейчас кое-что сделаю.
Вот так вот. Блин, как бы мне, конечно, допрыгнуть до туда. И не переждать, по сути, здесь не до конца она лава-то сливается. И в один момент просто солнце взрывает. Если бы там был минут 25, то, наверное, бы она полностью исчезла. Ну вот. Просто я боюсь, если сейчас прыгну, меня нафиг отсюда снесет. Так, опа, так. Ага. Ага. Да, смотрите, здесь что-то есть. Опа. А, что это у нас? Внимание, зафиксирована повышенная солнечная активность. Внимание, зафиксирована повышенная вулканическая активность. Условия неблагоприятные, рекомендуется эвакуация. Ну, на самом деле, я тоже где-то в записи должен найти, что это здесь что-то находится. Ну, я не знаю, когда их найду. Посмотрим, что здесь находится, мне интересно. Да, смотрите, даже значок другой. Друзья, руда из камелянских шахт, которую вы посылали последний, выдержала жар даже больше... жар дольше любой другой руды. Могли бы вы отправить еще несколько образцов этой руды для дальнейших экспериментов? Мы-то пытаемся повысить ее прочность и уже прожгли все, что у нас было. Мы постараемся поскорее доставить руду на пустотную лампу. Похоже, вы горячо поддерживаете создание защитной обшивки для проекта «Час пепла». Мысль о создании обшивки, способной выдержать взрыв сверхновой, действительно воодушевляет. Благодарю. Мы постараемся поскорее рассчитать, сколько руды понадобится для завершения проекта «Час пепла». Полагаю, больше, чем мы думали. Гораздо больше. Малейшая трещина в обшивке может все испортить. Это... Вот. И вот отсюда я узнаю про вот эту шахту. Так. Думаю, надо еще подождать, пока лава усохнет, так сказать. Нафига я это с собой ношу, все, оно мне больше не нужно. Возможно, внизу еще что-то будет. Я прям на 100% не помню просто. Может что-то есть, может что-то нет. Ну да, вращается на бешено просто. Звуки оно издает, конечно, странные. Честно говоря, не думаю, что хоть кто-то, у кого-то получилось пройти прям по сюжетке, прям ровно-ровно. Типа сначала одно, потом другое, потом третье. Скорее всего, многие тоже сначала пытались полностью планету какую-нибудь обследовать и находили что-то сначала одно, потом что-то другое.
Не думаю, что это физически возможно. Пройтись прям по сюжетке. Типа, вот нас призвало око, вот мы разбились, вот мы исследуем, типа, вот как оказалось, вот мы начали проект этот, вот мы начали проект этот и так далее. Да. Ну. Блин, это истощение кислорода, 3 минуты осталось. Ладно, я тогда сейчас попозже сюда вернусь. Где-то мой корабль. Не-не-не, давай-ка ты не соскальзывай меня в лаву. Вот так. Ага. Давай-ка мы еще раз посмотрим. Нет ли чего-нибудь в этих? Так, ну в этой точно ничего нет. А, вот здесь, кстати, есть небольшая отсылочка. Но это уже когда здесь поубавится лава. Главное, чтобы меня не задело. Так. Ну, вроде пока ничего не вижу. Так, давайте к следующему направимся. Вот. Здесь вроде тоже пока ничего нет. И здесь вроде тоже. Ну-ка. А, это не тот, да вон тот. Ну да, там все уже почти все испарилось. И ничего нового вроде как не появилось. Что ж... Давайте тогда понаблюдаем здесь. Она вроде как раз должна появиться, эта отсылочка, когда... Так, ну-ка. Во! Уже, кстати, появляется. Вроде как это типа отсылка на Терминатора. Что-то такое. А это значит, что сейчас солнце должно взорваться, да? Раз эта фигня появилась. Ну это забавно. Как минимум. И чё у меня мошка тут делает? Чё, ты убит уже? Странно. Откуда мошка здесь взялась? Да, сейчас солнце взорвется. Подойти к нему я не успею. Жалко, он не появляется. Ну, вроде как некоторые говорят, это отсылка на Терминатора, но здесь прикол в другом. Как видите, у меня тут палец средний.
Загнутый, это типа рок. Да, солнце сейчас заряется. Не успеем к нему подойти поближе, к сожалению. Да и лава больше вроде не убывает, да? Максимум. И сон сейчас должен взорваться. Чем мы уже 2 часа снимаем? Да, все, лава. О! Мы зато можем встать на него. Все, давайте сразу медитировать. Да, что-то я вообще прям сонный. И охота бы уже поскорее закончить этот стрим. Ну, я вроде надел, ладно. Нет, не то. Давайте почитаем. На май отправили образцы руды из каменских шахт этого вулкана для использования и на прочность. На май пытались создать для проекта час пепла обшивку, которая выдержит сверхновую. Малейшая трещина в обшивке могла все испортить. На мае на части угля видели луну, которая исчезала, когда никто на нее не смотрел. Иногда квантовая волна исчезает, вероятно, она помещается в неведомое шестое местоположение. Ну уже ведомое. Во, орбитальная зондовая пушка запустила миллионы зондов. Зонд номер бла-бла-бла 4, короче, нашел аномалию, соответствующую описанию ока Вселенной. Статуя в модуле отслеживания зонда автоматически записывает траекторию каждого зонда и передает данные в систему проекта Час Пепла. Я знаю координаты на Мае, которые отмечены местоположение ока Вселенной. Если течение океана на удивление спокойно, ядро планеты окружается каким-то электрическим полем. Если преодолеть электрический барьер, можно попасть в коралловый лес у ядра планеты. Квантовый сигнал. Но это потом. Чуть позже. И, собственно говоря, чужак. На мае приземлились на чужаке вскоре после того, как он вошел в нашу Солнечную систему. Оборудование шаттла зафиксировало странный энергетический сигнал из-под поверхности кометы. Оставшаяся на борту на мае, Клэри потеряла связь с остальными после того, как они спустились под землю. Здесь еще есть что исследовать. Ага. Оборудование шаттла зафиксировало странный энергетический сигнал с поверхности кометы. Двое на мае нашли трещину во льду на солнечной стороне чужака. Они спустились в нее, чтобы исследовать комету изнутри. На нее тоже надо будет слетать. Темный город. Так.
Во что я врезался? И уже повредил. Дай-ка я сейчас выйду, подлечусь. А. Нет. Темный город там, но... А, вот никуда нужно. О, кстати говоря, ну-ка. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот, ну-ка. А? Ну так, чисто пускай будет, почему бы нет. Так, нам куда-то сюда. Ага. А, вот там тоже, да, какой-то проход у нас есть. Им-то повезло, у них нормальные проходы были. Мне как-то все это обходить приходится. Давай. А че ты? Ага. Начну я, наверное, где-то снизу. Так, это у нас высокоэнергетическая лаборатория, это уже в следующий раз. Сейчас давайте город обследовать. Так. Здесь ничего нет. Так. Здесь у нас тоже ничего нет. О! Ну и, собственно говоря. Нет, наверх куда-то подъем. Ступенчатая пещера. Давай в нее зайдем. Почему бы нет? Ну это ясно. Пока сюда рано. Потом всю ступенчатую пещеру тоже будем обследовать. Мы идем играть в пещеру древней рыбы, если не сможем пролезть через вход в надгорье удильщика. Придется идти длинной дорогой, но это все равно не очень далеко. Отправляюсь в ступенчатую пещеру, а дальше вверх в пещере древней рыбы. Я пытался добраться до древней рыбы через ступенчатую пещеру, но так и не нашел вход. Где он? Сперва надо покормить древнюю рыбу. Дойди до надгорья удильщика и закинь ей в рот фонарь. Тогда она покажет путь. Ну, собственно говоря, оказывается, здесь способ был написан. Ну, я этот способ знал, поэтому... Блин, сейчас, секунду.
Так. Лоток так вырос, что уже не может присоединиться. Вход в надгорье удильщика теперь выше тебя. Так, Тимьян, да, и что с того? Подуб все равно выше всех. Ну, по крайней мере, теперь мы официально знаем, как туда попасть. Так, здесь закрыто. Здесь. Ну что, играем сегодня в древней рыбе. Я скормил ей новый фонарик. Надо зайти в ступенчатую пещеру, а тут будет виден вход в пещеру древней рыбы. Спасибо саланам. Везет тебе, ты пролезаешь вход в надгорье удильщика. Я тоже пролезаю. Это пока мы с тобой вырастем высокими, как наш мама и папа. Так. Есть еще выше проход, а есть здесь. Ага. Там, то есть, я уже все обсмотрел. Теперь выше только. Надгорье ископаемого удильщика. Ну, собственно говоря, ясно, да. Отсюда мы приходим. В принципе, да, есть два пути. Можно так, а можно через те как раз-таки пещеры туда попасть. Окей. Здесь. Что у нас здесь? Куча запутанных коридоров. Ага. Ясно. Так. Здесь у нас что, есть что-нибудь? Здесь у нас ничего нет. Туда как-то можно попасть. Так. Как-то как. Непонятно пока. Вроде как-то оттуда. Ага. Препятствие, да? Ну, в общем, как-то оттуда можно попасть. И еще у меня кислород кончается. А почему с кактусами я не могу его восполнить? Странно, ну ладно. Куда лететь-то? Давай, восполняй мне. Ага, кислород. Ну, то есть... Вот отсюда сверху технически попасть туда могу, да? Вот туда вниз, наверное. Или туда. Или сюда. Надо пробовать. Так, где? Кажется, немного не то. Ага. Значит, где-то посередине. Вот здесь мы разведчика оставим. Еще и в скафандре эту дыру можно залатывать, офигеть.
Ага, вот разведчик. А все остальные... А, вот. Ага. Кто рассчитывает траекторию движения шаттла к Солнечной станции? Не утруждайтесь, станция на такой низкой орбите, что мы решили добираться с часа пепла до нее другим, более безопасным способом. Этим занимается Талга. Я говорил, что мы не будем летать с Солнечной станции на шаттле. А, кстати, за это ачивку дают. Тем более, что там даже нет посадочной площадки, но она сказала, что и без меня знает. А Милли это было чисто теоретические расчеты, что может быть веселее, чем рассчитывать траекторию полетов на низкую орбиту. Талг, я, конечно, буду рад с тобой поработать, но без возможности регулярно улетать на час пепла моя радость длилась бы недолго. А, ну, собственно говоря, обратно сюда, ясно. Так. Ага, все так, почти обследовали, да, все там. Осталось только вот этот. Там выход, ну, значит, вот это только осталось исследовать. Ну и там еще где-то был запертый вход. Надо будет тоже поискать. Ага. Так, это у нас что? Я не знаю, почему все считают, что око так важно. Мне говорили, что оно привело нас в эту солнечную систему, но хорошо ли это? Отец сказал, что когда наш клан прибыл сюда, погибли многие на Майе. Может, только этого и хотело. Может, оно не желает нам добра. Ну... Не совсем так, как сказать-то. В общем, это просто череда обстоятельств, случайностей. Ну, то, что они попали в этот терновник, умерли, это не от ока зависело. Оно просто испускает сигнал и все. Ага. Он там разведчик, понял. Близости, да. Можно вот так сверху посмотреть. Ага. В общем, да, весь пол. Все здесь в этой фигне. А нам нужно вот туда как-то попасть. В радиацию, так сказать. Так, а там у нас что? А, ничего, да? Опа! Шикарно. Добро пожаловать. Это святилище посвящено тому, что привело нас сюда, сигнал ока. Мы получили сигнал ока во время странствий и прилетели сюда в поисках его источника. Нам известно следующий источник сигнала, который мы нарекли оком Вселенной, старше, чем сама Вселенная. Остальное только предстоит узнать.
войдите и поразмыслите над нашими гипотезами. Если око призвало нас, почему оно от нас скрывается? Почему так трудно его найти? Прервался ли сигнал, или око не хочет, чтобы мы его нашли? Ну нет, не совсем, говорю же, там кое-какие индивидуумы, так сказать, перекрыли этот сигнал. Может, все случилось не по воле ока, возможно, око не может сказать нам больше, чем сказано. Случилось ли что-то с ним? О, кстати, вот это с той стороны я. Каково происхождение ока? Искусственное или естественное? Вроде как естественное. Его не кто-то создал. Может, кто-то его создал? Нет. Око древнее, чем сама Вселенная. Как кто-то мог возникнуть раньше, чем его создатель? Око могло сформироваться естественным путем, однако это тоже не объясняет его возраст. Я могу, конечно, ошибаться, чисто моя теория. Но, возможно, возраст ока обуславливается тем, что оно хоть и было создано в Вселенной, не раньше Вселенной, просто, как бы сказать, во времени тоже. Со временем, в общем, связано, что, по сути, оно могло существовать во времени, типа, всегда. Оно дожило до конца Вселенной, и в это же время оно и существует в начале Вселенной. Вот, поэтому кажется, что оно старше Вселенной. Хотя это не так. Оно, по сути, могло сформироваться тоже вместе с остальной Вселенной. Ну, чисто моя теория, здесь вроде как об этом нигде не говорится. А может и говорится что-нибудь вообще об этом оке. Призвало ли око именно нас, или мы услышали чей-то сигнал случайно? Возможно, мы ищем смысл там, где его нет. Что если сигнал был случайен? Значит ли, что око не так важно, как нам кажется? Око, если оно разумно хотело, чтобы мы его нашли, может, оно избрало нас? Может, око чего-то от нас хочет, может, мы ему нужны? Может, дело вообще не у нас? Так. Здесь выход же есть, окей. Так, все, здесь больше ничего нету. Ну, вроде все здесь изучил. Здесь уже, да, песок начал подходить. Так что... Ну, как я и сказал, где-то еще там внизу дверь какая-то, так что сейчас будем это теперь изучать с вот эти лестницы, в общем. Здесь нам больше делать нечего, так что медитировать, да.
Что еще? Полчасика осталось времени. Так, где у меня там? С какой стороны-то? Это здесь. Сейчас вот так вот приземлимся. А, ну-ка. Какая-то новая информация поступила. Вроде должна была, нет? Ага, поступила, да. На май прилетела наша система, чтобы найти источник сигнала, который был старше самой Вселенной. Они назвали источником около Вселенной. Вроде бы это было и так уже известно, нет? Есть безопасный способ попасть с часа пепла на солнечную станцию. Ну, естественно, мы это, да. Все исследуем тоже. Попадем туда. Все же пока. Давайте быстрее. Хватит так сильно лагать-то. Да, блин, я еще комп не выключал. Когда я уснул что-то вчера. И даже комп не успел выключить. Слишком сонный был. Вот он у меня где-то уже, может, даже 24 часа на 7 работает. Да? Вот, пускай как так, да. Так, и мне сейчас сюда вот, да? Ступенчатая пещера, да. У меня где-то еще вот здесь этот есть. Где? Вот здесь, да? Да, наверное, это важнее, чем рыба, да? Вот здесь. Возможно, там что-то интересное будет. Поэтому... Лазечек. Тихо, 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 все, угомонись. Не бейся так сильно об скалу. Во. Во, да. Вот, а теперь уже можно и... сюда закинуть. Не для того, чтобы туда опять забраться, а просто как ориентир. Ну да.
Ну, разведчик у меня там, так. Да, песок уже поднимается. Все, здесь больше ничего интересного нет, что ли? Блин, здесь бьешься вообще обо все. Летать здесь определенно неудобно. Так, ну и все, здесь остался только путь в высокоэнергетическую лабораторию. Ну это нам туда, да, сейчас, по сути? Давайте, может, успеем, почему нет? Ну или, может, не успеем. А. Потому что слишком быстро все засыпается. Я даже сейчас сдохну, наверное, да. Минуты истощения. Фух. Так, это вообще где? А. Да? Да? Я, то есть, случайно сюда попал, чисто технически. Ну, ладно. Ну, пусть будет так. Хотя я, наоборот, вернуться хотел. Но, в любом случае, мы в лаборатории. Так что давайте почитаем, что тут есть. Судя по данным, на мае прибыли в гиперприемник на пустотной сфере. Незадолго до отправления со станции Белая Дыра мы с Райм проводим эксперимент, чтобы выяснить, возможно ли это. Не исключено, что данные ошибочные. В теории мы хотели зафиксировать негативный промежуток времени промежуток времени между вхождением объекта в черную дыру и выходом его из белой дыры. Описание эксперимента: мы соединили небольшое ядро черной дыры с небольшим ядром белой дыры, чтобы воспроизвести условия, в которых находится станция белая дыра. Предложение: объект может выйти из белой дыры раньше, чем войдет в черную. Новые данные. Наш эксперимент подтвердил возможность аномалии во времени прибытия и отправления, однако Таволга по-прежнему считает, что это техническая ошибка, следует усилить эффект, чтобы его можно было наблюдать невооруженным глазом. С этой целью мы решили подать больше энергии, полагая, запасов темного города будет достаточно. Примечание для Рами. Милли просит предупредить его перед тем, как перенаправлять энергию. Вся энергия, которая располагается в город, задействована в нашем эксперименте. Мы с Рами проведем еще один тест. Предположение подтвердилось. Предположение подтвердилось. Я увидела, и Таволга увидела. Предположение подтвердилось. Невероятно, это все меняет. Теоретические изыскания неожиданно принесли практическую пользу. Так, а здесь не рискну отправлять его во тьме неведения. Так. Южная обсерватория спрашивает, получил ли создать 22 миниатюрные... Вот. Получилось ли создать 22-миниатюрный интервал? То есть передать предмет через гиперпространство так, чтобы он прибыл на 22 минуты раньше, чем отправиться. Мы выяснили, что увеличить негативный интервал между отправлением и прибытием можно, если подать больше энергии в гиперядро.
Проблема в том, что необходимое количество энергии увеличивается в геометрической прогрессии. Предположение 22-минутный интервал возможно, но в настоящее время у нас нет способа сгенерировать для этого энергию. Мы с вами считаем, что потенциально можно изобрести новый способ производства энергии. Интересная, но невероятно сложная задача. Кроме того, для управления этой энергией нужны технологии совершенно иного уровня. Также нам нужно где-то разместить и энергию, и гиперпространственное оборудование. Для этого приходит только час пепла. Говоришь, потенциальную энергию можно выбрать иначе? Я сейчас лопну от смеха. Это был ненамеренный каламбур, поэтому не спеши лопаться. Подойди иначе. Ну, возможно, что-то на английском. Борт журнал обновлен. Да, сейчас мы тоже увидим этот эксперимент. Ради проекта «Час пепла» нам всем пришлось закрыться в работу в прямом и в переносном смысле. Чтобы воплотить его в жизнь, мы должны придумать способ быстро перемещаться между часом пепла и другими местами, важными для проекта. Может, создадим гипербашни, аналогичные той, что стоит на станции Белая дыра? Напрямую свяжем час пепла со всеми местами. Мы с Лакой и Ростком можем прямо сейчас приступить к работе в черной кузнице Черная дыра. Это не даст нам заскучать. Примечания: башни на часе пепла будут вести на разные планеты. Спасибо всем, кто заметил неточность в моей фразе. Конечно же, Солнце не планета. Надеюсь, я сумел внести ясность. Пожалуйста, перестаньте напоминать мне об этом. Мы можем придать каждой башне внешний вид того места, куда она перемещается. Так, башня Пучины Гиганта может быть выполнена в форме смерча, а башне Камелька можно придать вид гейзерной горы. Честно говоря, да. Это орбита Солнца. Это, получается, часы. Это, получается, виды гейзера. Получается, да, две планеты. Это час пепла и час угля. Это вот гейзеры Камелек. Это вот здесь типа все обрушается. Это пустотная сфера. Это в виде смерча гигант. Но, к сожалению, единственное... Что это такое? Единственное, куда не телепортируется, это... Что ж, ладно. Время экспериментов. Как это? Забыл, как... Терновник, вот. Да, здесь есть черные дыры, белые дыры. Ну, давай вот возьмем, допустим, гиперядро черные дыры. И гиперядро, допустим, белые дыры. Да. Так, ну-ка, верни. Опа! Ну тут, типа, вообще незаметно, что... Вроде влетел и сразу вылетел, но вообще незаметно, что... Он раньше вылетает. Однако, если взять шарик и подать сюда прям колоссальное количество энергии... Опа! Видели? Уже вылетает, прежде чем залетел. Прям сильно засасывает. И, короче, в общем, если запустить и удалить черную дыру, пока он в нее не попал, этот вылетит, а начальный просто упадет. Это все сломает. Всю игру, так сказать. Не в смысле игра крашнется, а, как бы сказать, вселенную. Вселенная начнет трескаться.
Сейчас, естественно, я показывать это не буду, потому что, возможно, игра начнется сначала. Это потому что это концовка. Потому что, по сути, мы внутри игры за счет этого живем, так сказать. То, что, да, подается колоссальное количество энергии, нас возвращает на 22 минуты назад, и мы просыпаемся. Ну, точнее, наши воспоминания. Топливо на исходе, да, топливо на исходе. А где корабль, неизвестно. Да и времени тут, наверное, осталось не так много. Так что... Ну, давайте попробуем долететь к кораблю с тем, что осталось. Во, успел. Так. Вроде бы, если не ошибаюсь, я на все станции телепортировался, да? Чины гиганта телепортировался. Там вроде тоже телепортировался. Ну единственное, собственно говоря, час угля, час пепла не телепортировался. А там, возможно, что-то еще. Ну давай, чё. Плюс еще саму планету нужно обследовать. Может, давайте тогда это обследовать планету. Так, это у нас что? Нам туда, получается, нужно. Это у нас гейзер и камелек. Вот, нам сюда нужно. Так. Здесь у нас все сломано. Нам нужно сюда. Ну там еще что-то написано. Ну-ка. А здесь куда? Так. Просто мне как бы не телепортироваться так и раньше времени. Дорогие друзья из висячего города, мы работаем над проектом «Час пепла» и высокоэнергетической лаборатории на экваторе «Часа угля». Я потерялся на часе угля, хотя высокоэнергетическую лабораторию легко найти по большим солнечным панелям. Спасибо Раме, что помогла выбраться, не знаю, как так получилось. Полагаю, послен, несмотря на сообразительность, регулярно терял бы даже свою голову, если бы она не крепилась к телу. Так, здесь вроде ничего нету. Давайте телепортируемся здесь, попробуем. Почему бы нет? В любом случае, после этого они будут соединены, я могу в любой момент телепортироваться обратно. Ага. Так.
секунду раньше. Статус собран. Доступность. Ну все, теперь все доступно. Так. Ага. Что ж. Что у нас тут есть? Это солнце. Ну-ка. Я давно не разговаривал с тобой, Таволга. Как продвигается ваша с Вереском работа над проектом солнечной станции? Я предполагаю, что наш проект ждет или взрывной успех, или взрывной крах. Таволга, ты же знаешь, что я не люблю твои шуточки. Надо же. Арами лопалась от смеха. К слову, я вроде не приглашала тебя к участию в разговоре, Версик. Не понимаю, какое отношение к делу имеет давление внутри Рами. К слову, я вроде не голосовал за создание солнечной станции, но это не повлияло на результат. Предположение, вам обоим будет полезно провести некоторое время вдали от нее. Мне не терпится проверить твое предположение, Милли. Хоть в чем-то мы согласны. Ну да, здесь, в общем, куча кактусов. Так что пошлите отсюда. Здесь ничего интересного нету. Но здесь есть вход. Окей. Каких-нибудь здесь пещеры, нет? Так, что с этим? Пока ничего, да, эта фигня тоже пока закрыта. Так, а где у меня корабль-то? Давайте-ка к кораблю сейчас. А то у меня ни кислород, ни топливо. Вот я не помню, вроде бы, может, что-то где-то, что-то я видел здесь, искал. Просто это довольно сложно, хоть это и маленькая планета. Но все так чуть-чуть запутано, прям по чуть-чуть, по чуть-чуть. Непонятно, есть ли здесь... Сложно довольно ориентироваться здесь. Может дождаться до конца надо тут. Вот, типа, что это такое? Просто отверстие. Пещеры здесь нет никакой. Ничего не написано. Здесь тоже куча огромных просто пещер, ничего не написано. О!
подъемник очистился. Ну, по сути, тупо просто подъемник. Да? Нет, стой, я что-то пропустил. А. Ага. Так. Ага. Ну да, вроде тут ничего нет. Как такового. Ничего не видно пока. Здесь то же самое. Ну-ка. Пройдемся вокруг. Вроде ничего не видно, да, здесь? И тоже просто тупо меня вверх закинет. И солнце уже красное скоро взовется. Ну и да, просто такие здесь отверстия, вроде действительно ничего нет такового. Сколько бы я летал, вроде ничего не увижу, по крайней мере. Я думаю, что в одном и том же месте, да, летаю. Он да просто туда полетел. Что у нас здесь? Ничего нету? Ну да, вроде нет ничего. Ничего такого нового, интересного не видно. Никаких новых пещер или что-то подобного вроде нет. Ну и все тут. Солнце взрывается, да. Жесть. И как раз, наверное, это можно закончить. В следующей серии тогда как раз на станцию будем телепортироваться, пытаться там все эти колючки обходить как-нибудь. Потом уже можно будет полететь на чужака. Почему бы нет? Ну, а там разберемся по пути. В принципе, кстати, можно еще, если не забуду, еще раз в пещеру заглянуть. Снизу попробовать нормально пройти в этот раз, посмотреть, как, что там. Может, что пропустил. А пока на этом я закончу. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. Переходите на Трово на стримы, переходите на YouTube, посмотреть записи. Всем пока.